Дорогие друзья, присоединяйтесь. Сегодня мы с вами будем вязать нежнейшую ленту в технике ленточного кружева. Крючок 1,4, пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок, 169 метров, 50 граммах. Начинаем выполнение нашей ленты с 6 воздушных петель, замкнутых кольцо. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я ввожу крючок в первую воздушную петелечку и выполняю соединительную. Мое колечко готово. И далее я приступаю к выполнению первого ряда. Я выполняю 2 воздушные петли. Далее накид на крючок и ввожу крючок в колечко. Выполняю незавершенный столбик с накидом. Далее накид и еще один незавершенный столбик в колечко. Далее все петли на крючке провязываю вместе. Далее арочка из 3 воздушных. 1, 2, 3. И далее накид на крючок и в колечко я буду провязывать 3 столбика с накидом с общей вершинкой. Как мы это выполняем? Первый незавершенный, второй и третий. 3 столбика с накидом незавершенные, и далее мы с вами выполняем общую вершинку. Далее опять арочка из 3 воздушных. Далее то же самое, 3 столбика с общей вершинкой. 1, 2, 3 и общая вершинка и арочка из 3. Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Всего у нас должно получиться 6 таких арочек. Будем ориентироваться с вами по арочкам. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я выполнила последнюю 6-ю арочку из 3 воздушных и завершаю выполнение первого ряда кругового. Ввожу крючок вот таким образом, захватываю рабочую нить и провязываю. Мой первый круговой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению второго ряда. Для этого я выполняю соединительную под арку. И теперь вытягиваю вот таким образом петлю на высоту моего столбика. И буду выполнять пышный столбик с 3 натяжками, завершенный в 2 приема. Смотрите, 1, 2 и 3. И завершаем в 2 приема. 1 и 2. Мой пышный столбик готов. Далее я выполняю арочку из 3 воздушных. 1, 2, 3. Накид на крючок и под эту же арку выполняю точно такой же пышный столбик. 1, 2, 3. Провязываем 1 и провязываем 2. Завершили в 2 приема. Вот таким образом. Далее опять арочка из 3 воздушных. 1, 2, 3. Накид. И под следующую арку опять провязываем такой же столбик. Смотрите, чтобы наши натяжки вытягивались на одинаковую высоту. И провязываем 1, 2. Далее 1, 2, 3. Накид. И вновь 1, 2, 3. И провязываем 1, 2 и арочка 1, 2, 3. И так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы завершаем выполнение второго ряда нашего мотива. Я ввожу крючок вот в воздушную петлю и выполняю соединительную. Это воздушная петля от нашего первого столбика пышного. Мой круговой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению третьего ряда. Для этого я, как и ранее, выполняю соединительную под арку, подтягиваю, вытягиваю петлю, накид и выполняю пышный столбик. 1, 2, 3. Провязали и еще раз провязали. Далее арочка из 3. 1, 2, 3. И под эту же арку провязываю еще один пышный столбик. Выполняем. 1,
2 и 3. И завершаем в 2 приема. Далее арочка из 3, накид. И очень внимательно, под следующую арку я провязываю только один пышный столбик. 1, 2, 3. Опять же на 3 натяжки, завершенный в 2 приема. Вот таким образом. Далее у меня арочка из 3. 1, 2, 3. И выполняем под эту арку 2 пышных столбика. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Обязательно между столбиками мы выполняем арочку. 1, 2, 3 натяжки, провязали, провязали. 1, 2, 3. И далее идет у нас с вами один пышный столбик. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы с вами завершаем выполнение 3-го ряда. Я выполнила арочку из 3 воздушных, ввожу крючок в петлю столбика пышного и выполняю соединительную. Мой 3-й ряд завершен, и я могу приступить к выполнению 4-го ряда. Для этого я опять же под арочку выполняю соединительную, подтягиваю и выполняю 3 воздушные петли, которые у меня заменяют столбик с накидом. Далее накид на крючок, ввожу крючок под арку, выполняю 1 столбик с накидом и 2. Далее 2 воздушные, и под эту же арочку провязываю 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Выполнили. Далее под следующую арочку я провязываю 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Под следующую еще 3. 1, 2, 3. И далее под следующую арочку я провязываю 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Далее 2 воздушные. И под эту же арочку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот у нас одна сторона, у нас будет с вами шестиугольник, и вот такая ровная сторона шестиугольника у нас уже готова. Давайте я быстренько, вот смотрите, под эти арочки я провязываю по 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И под следующую опять 1, 2, 3. И под следующую арку мы провязываем опять же 3 столбика. 1, 2, 3. 2 воздушные и 3 столбика. Мы с вами это уже все провязывали. Я повторяю, делаю немножко быстрее. 1, 2 и 3. Выполнили. И теперь смотрим. Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. У нас получится красивый, аккуратный и нежный шестиугольник. И прежде чем продолжить, давайте посмотрим. Вот такую красивую ленту мы с вами выполняем. Лента у нас с вами двусторонняя. Одинаково нежно смотрится как с одной и с другой стороны. И на что я обращаю ваше внимание. Смотрите. Изначально мы выполняем с вами целый элемент и паутинку. То есть эта часть не повторяется. Далее у нас идет повтор. Это частично связанный мотив и паутинка с меньшим количеством столбиков. И далее у нас с вами идет повтор. Частично связанный мотив, паутинка. Частично связанный мотив, паутинка.
Вот таким образом мы выполняем нашу ленту на необходимую нам длину. Мы с вами завершаем выполнение нашего такого мотива. Это 4-й ряд. Я ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Вот такой красивый шестиугольник у нас с вами получился. И далее мы с вами будем выполнять паутинку. Я выполняю воздушную, накид на крючок, и по 2 воздушные я провязываю первый столбик с накидом, далее воздушная, второй столбик с накидом, воздушная, третий столбик с накидом, воздушная, 4-й столбик с накидом, воздушная, и 5-й столбик с накидом и воздушная. Далее очень внимательно смотрите, я отсчитываю 1, 2 и в 3-ю вершинку ввожу крючок и выполняю соединительную. Вот такой первый ряд моей паутинки готов. И далее я продолжаю. Я выполняю соединительные и считаем очень внимательно. 1, 2, 3. Выполнили. Далее я выполняю арочку из 3 воздушных. 1, 2, 3. Работу разворачиваю. Выполняю накид на крючок и под 1-ю воздушную ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. Далее 1, 2, 3. Под следующую воздушную ввожу крючок, выполняю столбик с накидом. Опять 1, 2, 3. Под следующую столбик с накидом. 1, 2, 3. Столбик с накидом. 1, 2, 3. Столбик с накидом. 1, 2, 3. Ввожу крючок под воздушную, столбик с накидом. Далее 1, 2, 3. И теперь вот посмотрим. У нас с вами получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. Обязательно себя проверьте. Обращаю ваше внимание, что нить я не убираю. И за счет этого мы будем видеть, на какой стороне ленты мы находимся. Лента у нас с вами получится двусторонняя. После того, как я выполнила арочку из 3 воздушных, теперь смотрите очень внимательно. Вот 3 столбика, провязанные под арку. Я отсчитываю 1, 2 и в 3-ю вершинку ввожу крючок, выполняю соединительную. Выполнили, закрепили арочку и продолжаем нашу работу. Далее я выполняю 1, 2, 3 и очень внимательно 4-ю соединительную. Далее я выполняю арочку из 4. 1, 2, 3, 4 и работу разворачиваю. Накид на крючок. Под арку я ввожу крючок, столбик с накидом. И далее опять я чередую столбики и арочки. 1, 2, 3, 4. Теперь арочка у меня из 4. Столбик с накидом. 1, 2, 3, 4. И столбик с накидом. 1, 2, 3, 4. Столбик с накидом. Ничего сложного. Видите? Вот такая красота уже у нас получается. 1, 2, 3, 4. Столбик с накидом. 1, 2, 3, 4. Столбик с накидом. 1, 2, 3, 4. Столбик с накидом. И теперь смотрите, нам осталось выполнить одну арочку. Я остановлюсь пока.
Видите, мы с вами выполнили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков. Обязательно себя проверьте. Такая красота получается. Далее последняя арочка. Я выполняю воздушную. И 3 воздушные я в этой арочке заменю на столбик с накидом. И очень внимательно я отсчитываю 1, 2, 3 в 4-ю петлю. Точнее в 4-ю вершинку, да, я ввожу крючок и провязываю столбик с накидом. И вот моя последняя арочка готова. Вот такая красота у нас с вами получилась. Мы с вами продолжаем нашу работу. И далее очень внимательно я выполняю воздушную, накид на крючок и буду провязывать пышные столбики, как в нашем этом мотиве основном, да, в шестиугольничке. 1 натяжечка, 2 и 3. И завершаем в 2 приема. Далее у меня будет арочка из 3 воздушных. 1, 2, 3. Накид и точно такой же столбик. 1, 2. Не спешим. 3. Завершаем в 2 приема. Далее опять арочка из 3 воздушных и еще один пышный столбик. 1, 2, 3. И завершаем в 2 приема. Мы с вами выполнили 3 пышных столбика. Далее не забываем выполнить воздушную. Очень внимательно я пропускаю 1, 2 и в 3-ю вершинку ввожу крючок, выполняю соединительную. Вот видите столбик, который провязан под арку 3. Вот таким образом мы с вами начали выполнять частично наш вот этот элемент от шестиугольничка. Далее очень внимательно я выполняю соединительные. 1, 2, 3. Выполнили. Выполняю воздушную и работу разворачиваю. Далее под нашу одну воздушную я выполняю такой же пышный столбик, как мы с вами выполняли ранее. 3 натяжки, завершаем в 2 приема. Выполнили. Далее арочка из 3, накид, и под эту арку я буду выполнять 2 столбика. 1, 2, 3. Завершаем 2 приема. Далее арочка из 3 и под эту же арку еще один такой же столбик. Выполнили. Продолжаем работу. Опять выполняем арочку из 3 и под эту же арочку опять 2 столбика. 1, 2, 3. Завершаем 2 приема. 1, 2, 3. 1, 2, 3. И завершаем 2 приема. Убежала ниточка. Выполнили. Далее 1, 2, 3. Под одну выполняем 1 столбик. Далее 1 воздушная. Под арку ввожу крючок, столбик без накида выполняю. 2 воздушные и под следующую арочку столбик без накида. Я останавливаюсь, смотрим, что у нас с вами получилось. Вот нити, смотрим, на какой стороне ленты мы с вами находимся. Мы продолжаем с вами работу. И далее я выполняю одну
воздушную, работу разворачиваю, накид, под воздушную выполняю пышный столбик. У нас все пышные столбики с вами одинаковые, из 3 натяжек, завершенные в 2 приема. Далее 3 воздушные, под следующую арочку пышный столбик. Далее опять 3 воздушные. И очень внимательно под следующую арочку я выполняю 1, 2, 3, арочка из 3 и еще один сюда же пышный столбик. 1, 2, 3. Завершили 2 приема. Далее 1, 2, 3, под арочку пышный столбик. Далее 1, 2, 3, и под эту арочку 2 столбика будет пышных. Первый 1, 2, 3 и второй. Выполнили. Далее мы продолжаем с вами работу, выполняем точно так же, как и с этой стороны. То есть будет арочка из 3, пышный столбик, далее арочка из 3 и пышный столбик под воздушную. Далее очень внимательно 1 воздушная, я пропускаю 1 вершинку, 2, в 3 ввожу крючок, выполняю соединительную. Мой ряд завершен. И далее очень внимательно. Давайте с вами посмотрим. Я положу, посмотрим, что у нас получилось. Видите, аккуратненько, красиво. И далее мы с вами будем выполнять ряд столбиков с накидом. Как мы это делаем? Я выполняю соединительные. Считаем 1, 2, 3 и под арочку 4 подтягиваю. Воздушная, очень внимательно, работу разворачиваю. И теперь под воздушную я выполняю 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Выполнили. Далее под следующую арочку я выполняю 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Под следующую арочку опять 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Далее под следующую арочку очень внимательно выполняем 1, 2, 3, 2 воздушные и 1, 2, 3. Вот таким образом. Далее мы продолжаем выполнять столбики над арочкой. 1, 2, 3. Над следующей. 1, 2, 3. И далее точно так же, как и в этом случае. Выполняем 1, 2, 3. 2 воздушные и 3 столбика. 1,
2, 3. Далее под арочку 3 столбика. Я вяжу достаточно быстро. В принципе, здесь все понятно. Это просто столбики с накидом идут. 3 столбика. Далее опять 3 столбика. Раз, 2, 3. И под воздушную 3 столбика. Раз, 2, 3. Далее воздушную выполняем, не забываем. И под эту же арочку, куда мы с вами уже провязывали столбик, я выполняю столбик без накида. Вот такая лента. Я остановлюсь, и мы смотрим, что у нас с вами получилось. Видите, за счет нити мы видим с вами, на какой стороне ленты мы находимся. Но, повторюсь, лента у нас с вами будет двусторонняя. Вот такая красота. И далее мы с вами очень внимательно выполняем 2 воздушные. Под следующую арочку ввожу крючок, выполняю столбик без накида. Далее воздушная. Я работу разворачиваю. И под вот эту воздушную буду выполнять столбики с накидом. То есть я приступаю к выполнению паутинки. Очень внимательно. Смотрите, в этом случае у нас 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. В дальнейшем у нас паутинка будет изначально состоять из 4 столбиков. Воздушную выполнили и выполняем первый столбик воздушная, второй воздушная, третий воздушная и четвертый и воздушная. Далее я ввожу крючок, смотрите, первая вершинка, вторая и в третью. Выполняю соединительную, останавливаюсь и смотрим. Мы продолжаем работу. И теперь приступаем к выполнению следующего ряда паутинки. Я выполняю 1, 2, 3 соединительные. Далее 1, 2, 3 воздушные, работу разворачиваю. Накид на крючок, и теперь ввожу крючок под воздушную. Столбик с накидом. Далее 1, 2, 3 под следующую воздушную, столбик с накидом. 1, 2, 3 столбик с накидом. 1, 2, 3 столбик с накидом. И 1, 2, 3 столбик с накидом. Далее выполняю 1, 2, 3 и очень внимательно ввожу крючок под эту же арочку, куда мы с вами провязывали столбик уже, и выполняю столбик без накида. Останавливаюсь и смотрим. Вот наша красивая аккуратная паутинка уже получается. Видите, наши мотивы будут идти с одной стороны, паутинки будут идти с другой стороны. Мотивы, естественно, связаны частично. Мы продолжаем нашу работу. Я выполняю 2 воздушные. Ввожу крючок под следующую арочку, столбик без накида. Далее я продолжаю выполнение паутинки, то есть выполняю 4 воздушные, накид, работу разворачиваю. И под арку мою
из 3 воздушных ввожу крючок, выполняю столбик с накидом. Далее 1, 2, 3, 4 и столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, столбик с накидом. 1, 2, 3, 4 и столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, столбик с накидом. И теперь вспоминаем, как мы с вами выполняли в этом случае. Помним, да? Мы заменили арочку воздушной столбиком с накидом. И все выполняем теперь точно так же, как мы выполняли с вами в этом случае. То есть столбик с накидом мы провязали вот в 3-ю вершинку. Или 1, 2, 3, 4 от провязанной. Считаем 1, 2, 3, 4 или 3 вот из наших столбиков. Из 3 столбиков, которые провязаны под арку. Выполнили. Теперь мы все точно так же будем выполнять, как выполняли ранее. То есть точно так же мы будем выполнять наш мотив частичный. Давайте я начну выполнение. Далее вы продолжите самостоятельно. После того, как мы с вами выполнили столбик, я выполняю воздушную и выполняю 1, 2, 3 и провязываем. Далее 1, 2, 3 и еще один пышный столбик. 1, 2, 3. 1, 2, 3 арочка и еще один пышный столбик. 1, 2, 3 и воздушная. 1, 2 и в 3-ю вершинку соединительная. И все теперь выполняем точно так же, как выполняли в этом мотиве нашем. Вот такая красота у нас получается. И смотрите, вот наши паутинки с одной стороны. И с другой стороны у нас с вами будут частично выполненные мотивы. Обращаю ваше внимание, то есть у нас не повторяется вот этот основной мотив и вот эта паутинка. Далее идет повторение. Частично выполненный мотив и паутинка. Частично выполненный мотив и паутинка. Так вы выполняете ленту на необходимую вам высоту, ну или длину. Мы с вами выполнили нашу ленту на необходимую нам длину. Обращаю ваше внимание, что лента получается двусторонняя. Вот я специально не стала убирать нить. Мы с вами ниточки будем убирать очень аккуратно, чтобы мы смогли работать как с одной, так и с другой стороной нашей ленты. Вот такая красота получается. И я обращаю ваше внимание на завершение ленты. Можно остановиться на любом этапе. Все зависит от вашего желания и того изделия или проекта, где вы будете использовать ленту. Смотрите, я останавливаюсь на паутинке и завершаю выполнение арочкой из 4 воздушных. Помним, в наших мотивах я эту арочку заменяла воздушной и столбиком с накидом. В этом случае, если я завершаю, выполняю 4 воздушные петли и ввожу крючок, так же как мы вводили и выполняли столбик с накидом. Тут я выполняю просто столбик без накида. 1, 2, 3 в 4-ю вершинку. Далее я выполняю воздушную, ниточку обрезаю, хорошо подтягиваю. И опять же убираю нить очень аккуратно,
вдоль полотна. Можно с одной, можно с другой стороны, но аккуратно прямо прошиваем, чтобы не было видно нашей нити как с одной, так и с другой стороны. И посмотрим, что у нас получилось. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать нежнейшую потрясающую ленту. Лента у нас двусторонняя, великолепно смотрится как с одной, так и с другой стороны. И можно использовать в качестве декора, можно использовать для создания полотна из таких лент. Видите, очень красиво, нежно смотрится, необычно. Обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось. Вяжется достаточно просто и смотрится необычно и красиво. Вы выполняете ленту необходимой вам длины. И вот такая красота у нас с вами получается. До новых встреч и творческих вам успехов!